Graham. Hi, Art. Hey. Nice to see you. Great to see you. Okay, Art. Artyom is our translator now. Hi. Good. Okay. We have similar names. That's good. Yeah. Yes, Art. Name. Artyom. Group already gathered, but another participants will join soon. Yes. Окей, Арт. Арт, хорошо, спасибо. Группа, прошу приветствовать нашего лектора на сегодня. Арт Гизер, Калифорния, Сан-Франциско, создатель энергетического НЛП. И, Арт, тебе слово. We are here to hear from you, Art. Yes, I understood a few words of that from the tiny bit of Russian I took many years ago. And we'll probably be joined soon by a colleague of mine, a former student, now colleague named Aliki Hellman, who was on the last call, and she's going to try to join us too. Скоро к нам подсоединится его коллега. Она сейчас в процессе общения, но скоро она будет с нами. I'm just going to double check my camera. It keeps going out of focus. Let me. And are you all in different parts of Ukraine? Or are you mostly in a certain area? Or? Yeah, we are in different parts of Ukraine and different parts of the world. Yes, great. Some of us in Kharkov, Kiev, and other participants from Europe, from different places. Yes. Very good. And where are you now? I'm in Los Angeles in what's called the Hollywood Hills. It's a green screen behind me, but that's what I'm looking at. Арт говорит, что Ocean out in the distance. на Голливудских холмах, и то, что та картинка, которая за его спиной, это приблизительно то, что он видит из своего окна. But I also live part-time in San Francisco, but mainly in Los Angeles. Также он иногда живет в Сан-Франциско, но большую часть времени в Лос-Анджелесе. It's a good place to be. It's a good place to be, Art. Yes, I feel very blessed. Beautiful city, Los Angeles. Yes. I see Aliki has joined us. Yes, yes, yes. Hello. Hi. I'm joining you from. Я в Сан-Хозе. У нас тоже хорошая погода, весна, все цветет. Ой, шикарно, шикарно. Hi, Aliki. Здравствуйте, очень рада с вами. Art, I'm here to help in any way. If it's possible, you can be the translator if you know Art. Happily. Great, great. Yeah. Ну, Артем, ты сначала переводи, если что, Алики будет подключаться. Okay. And did you see my email, Aliki? It would have come late this morning. Yeah. Yes, I did. Thank you so much, Art. So if there's anything, feel free. Aliki's a fantastic person. She's studied with me for many years and studied NLP, and like myself, has a background also in science, in her case, chemistry and coaching, and she has a really varied background. So she'll bring a lot to this session too. Нам очень повезло, что Алики сегодня с нами. У него множество знаний в разных сферах наук. Если я правильно услышал, есть у вас какая-то степень в химии, но в точных науках. Да, спасибо. Я еще у меня очень много разных аккредитаций, но дело не в этом. Дело в том, что та работа, которую делает Арт, это самая удивительная работа и самая, та самая, которая полностью изменила мою жизнь. Да, я была вице-президентом в компаниях по людям, и психологией много занималась, я коуч, в общем, из самого лучшего тренинга. Но вот то, что делает Арт, это настолько
Я с ним уже занимаюсь как бы больше 8 лет, я с ним вела разные группы. И просто хочу сказать, это удивительно, потрясающая совершенно методика, очень простая, но это самое сильное, самое лучшее из того, что я знаю. И самое главное, когда вы ее делаете, просто она должна делаться как бы легко. То есть не делайте ее силой воли. Делайте ее играючи, потому что тогда мы переключаем наше сознание, да, вот выключаем нашу амигдалу, переключаем это в область подсознания и больше, и тогда она гораздо более эффективна. Но говорю, что методика, которая полностью изменила мою жизнь, и я работаю вот с тем, что создал Арт со всеми своими клиентами на всех митингах, когда я пытаюсь что-то создать, какие-то хорошие исходы. Для Украины то же самое, пытаюсь поддержать энергетически. Это очень-очень-очень сильно. Спасибо. Art, I was just telling them about how powerful the methodology is. Oh, thank you. And you can tell them I forgot to mention you're also a very good friend. Окей. Он забыл сказать, что мы очень хорошие друзья. Ну, действительно, у нас было очень-очень много похожих сложных ситуаций, и качество человека здесь просто невероятное. Арт потрясающего качества и масштаба человека. Так что я стою полностью и абсолютно за его спиной. Спасибо. Благодарю. Great, let's start. Okay, I'll take a sip of tea and I'll be ready. So everybody just take a moment, take a couple easy deep breaths, and you may have rushed to get here, and just settle in. Просто сделайте несколько глубоких вдохов, немножко успокойтесь, почувствуйте себя хорошо и расположите себя удобно. Еще маленький момент, не перекрещивайте руки и ноги, должна энергия свободно идти. Спасибо. And when I teach workshops, I have a pledge I make people take, and it's a pledge not to believe anything I tell them. И когда я провожу подобные занятия, я беру с людей обещание о том, что чтобы вы не верили ничему, что я вам говорю. One of the things about NLP is we have different mental models of reality. And I'll be sharing with you my mental model as of today, but I'm not asking you to believe what I'm saying. I just want you to explore it. И в НЛП мы используем различные модели сознания. И я не прошу вас поверить в это, в мою модель, а исследовать вместе со мной. And we all bring our own set of beliefs into this. И мы все привносим свои убеждения в этот процесс. So at times I'll use vague words like spirit, knowing that you'll decide what that means for you. И иногда я использую такие размытые термины, как дух, и вы сами можете определить, что это значит для вас. So whatever you believe, I just want you to be playful and explore what we're doing today. И во что бы вы ни верили, я хочу, чтобы вы были игривы и исследовали то, что мы будем делать сегодня. Even though no matter where you are in the world, I'm sure we all have very serious problems to deal with. In this work, if you can be playful during this time, you will release many more of the powers of your unconscious mind. Несмотря на то, где вы бы сейчас ни находились, если вы будете воспринимать процесс играючись, вы сможете высвободить ваши внутренние ресурсы. May I add just a little bit to explain how it works? Yes. Когда вы находитесь в сознании, да, у вас совершенно другая частота мозга, и по-другому он оперирует. То есть мы находимся в рациональном сознании. А идея в том, что когда мы выходим за пределы рационального сознания, вот тут
неосознанные вещи, которые как бы вот в нашей программке, да, внутренней операционной системе, есть много вещей, которые туда запрограммированы, которые мы даже не знаем. Детство, семьей, обществом, предками, всем остальным. И вот сознательно мы туда не ходим обычно. А вот когда вы находитесь в этом состоянии, там тета-waves, волны тета, или как бы в таком как бы игровом состоянии души, это все доступно. То есть результат будет гораздо больше. То есть не старайтесь фокусироваться. Наоборот, расслабьтесь и поиграйте с нами. Не надо ни во что верить. У нас просто такой вот момент игры вместе. Это будет самым эффективным состоянием. И никаких усилий. Хорошо? Thank you. Artem, let me know if I'm going too long or too short to make it easy to translate. Okay. You can guide me. So again, what I want people to do is just explore the ideas I'm going to present and be playful with it and then see what happens. И снова, то, что я хочу вам предложить, это быть игривыми, легкими в этом состоянии и исследовать совместный процесс, и просто наблюдайте за тем, что произойдет. You know, I appreciate our analytical, the parts of our mind that are analytical, and I'm a very analytical person. And while we're doing the processes, if you're analyzing it at the same time, you'll get much less out of it. И я очень уважаю аналитический ум, разумную логическую часть себя, и я такой человек логичный, но если мы будем слишком много думать в этом процессе, то мы сможем чуть меньше получить, если бы мы не думали. И, как говорила Алики, просто включим наши бессознательные, расслабленные, интуитивные состояния. And when you were a child, you would pretend things, you would use your imagination, and it didn't matter, you weren't thinking about whether it was true or not, you were just imagining things. So when we're working, just imagine these things are happening, and then later you can analyze it all you want. И вы можете вспомнить, как в детстве вы просто мечтали, что-то представляли, и это легко и естественно. Если вы захотите подумать и переосмыслить то, что произойдет, вы можете подумать об этом после. Но сейчас рекомендую вам просто воспринимать процесс как игру. And just as in your dreams, your unconscious mind gets activated by symbols and metaphors. И точно так же, как во сне, так же, как и в ваших мечтах и фантазиях, бессознательный ум включается при помощи метафор. So treat what I say as being metaphorical or symbolic, knowing that your unconscious mind will figure out how to do it. Относитесь к тому, что я говорю, как к метафоре или символу, зная о том, что ваше подсознательное знает, что с этим делать. So the theme of this session is programming your mind for a better future. И тема этого занятия, этой сессии – программирование ума на позитивное будущее. And all of you know that that means both your conscious mind and your unconscious mind. И вы знаете, что это одновременно работает и для сознательной части вас, и для бессознательной части. And we're going to explore adding to that. И мы будем исследовать, добавляя к этому еще. So we call this whole being permission. Мы называем это целостное разрешение. And it's when your spirit, your soul, your conscious mind, and your unconscious mind Это когда ваш
дух, ваша душа, ваше сознательное я, ваше подсознательное я, все работают вместе. Это вот и есть ваше все существо, разрешение от вашего всего существа, потому что обычно мы думаем только про рациональный ум, а тут все ваше существо. I just explained the concept of the whole being. Oh, great. Did you talk about body too? Да, и тело, конечно, тоже. То есть, ну, вы знаете, у нас как бы мы не просто тело и не просто рациональный ум, то есть все вместе, все ваше существо. Даже то, что вы в сегодняшний момент не осознаете, то есть все ваше существо, разрешение от всего вашего существа. Okay. So you're all familiar with the idea of visualizing what you want. И все ли вы знакомы с техникой или идеей визуализации того, что вы хотите? And that's very powerful, but it's only part of the story. Это очень мощная техника, но это только часть. Because every aspect of you is programming and creating your life. So that includes your spirit, your soul, your conscious mind, your unconscious mind, and your body. Потому что все, что у вас есть, все, из чего вы состоите, участвует в программировании или создании вашего будущего, будь то это ваша логика, ваша душа, сознательная, бессознательная часть. Все, что вы есть целиком, участвует в процессе создания нового будущего. So we'll be working later in this session on aligning all these different aspects of yourself. Then when you program your mind, it's much more powerful. И далее мы будем отмечать каждую из этих частей и впоследствии далее включим их все, чтобы усилить позитивный эффект. Чуть-чуть добавлю, сонаправить, так, чтобы все эти части работали вместе, потому что очень часто наш сознательный ум и наше подсознание работают в разные стороны. И иногда вот мы чего-то очень хотим, но они не получается, потому что наши разные части нашего «я» работают в разные стороны. А тут идея, что мы их сонаправляем, чтобы они работали вместе. Thank you. I just explained the concept of alignment a little bit more. Yeah, thank you. And, so in this session, we'll be opening up more of the powers of your unconscious mind and your spirit to program your life and program your future. В этой сессии мы будем раскрывать возможности вашего духа и бессознательного разума в контексте этой сессии. Чтобы они работали вместе. Опять же, сама идея, что они у вас у всех есть, просто очень часто они не вместе работают. А вот одна из удивительных особенностей этой работы, что мы делаем так, чтобы они работали вместе. И тогда все получается во много раз как бы сильнее, нет противоречий этих. То есть вот это вот самый важный момент, чтобы работали вместе. Помните лебедь, рак, щука, да? Все тянули в разные направления. Так вот сейчас у всех в жизни это было, а сейчас мы их всех направляем в одно направление. I just talked a little bit more about the alignment of wisdom and spirit. Great, thank you. So just a little bit about my background, so you know where this is all coming from. И немножко о моей предыстории, чтобы вы знали, откуда это. I've been a trainer in neuro-linguistic programming since 1985. Я был тренером нейролингвистического программирования с 1985 года. I studied with all the developers of NLP. Я учился вместе со всеми создателями NLP. But I was also studying energetic healing, spiritual principles, working with the chakras and the whole energy system. Но также я изучал энергетическое исцеление, работа с духом, чакрами и такими вещами. And I realized that when I combined these different systems, you could do things that went beyond any one of those systems by themselves. И я обнаружил, что если ты объединяешь все эти системы, то вместе они могут сделать сонаправленно, они могут сделать гораздо больше, чем по отдельности.
And part of my background, for 11 years, I was a medical researcher at the University of California. So I have a background in science. И часть моего опыта – это 11 лет медицинской практики, поэтому я научно… Алики, подскажите, как это? Скажу с удовольствием. 11 лет Арт заведовал лабораторией в одной из самых престижных медицинских школ в UC в Сан-Франциско. И это была лаборатория по исследованию гормонального воздействия там, на определенные вещи. То есть почему я так бесконечно уважаю работу, которую сделал Арт? Она абсолютно научна по принципам. Оно звучит необычно и для многих странно, но она, вот там те же самые жесткие принципы, логика, там повторяющиеся эксперименты, то есть очень неожиданные и кажется очень часто, что невозможные вещи можем сделать и повторять. Это чисто научные принципы. У него просто логически, безумно четко все. Спасибо. Thank you, Art. I was just explaining a little bit more about the type of work you've done in the past in the research lab. And I mentioned that because many people, or some people, believe that energy work isn't scientific, and it's just an old, ancient idea. И я рассказал об этом, о медицинском опыте, потому что многие люди не верят в работу с энергиями и духом, и, вероятно, предполагают, что это какая-то древняя идея. And we now know from physics and from medicine that our bodies have many energy fields. Our bodies even create light. It's too dim for our eyes to see, but sensitive cameras can see it. И современная физика и медицина доказывают, что наше тело может производить свет. Некоторые светочувствительные камеры и приборы это могут уловить. So again, I just mentioned that for people to know that there's a lot of scientific research on the energy fields of the body now. And so that what we're doing now is validated both by science and by tradition. И я хочу сказать, что есть очень много научных исследований на тему энергетики и человеческой энергетики. Art, can you not 2 or 3 sentences, but one, maybe 1.5 sentence, okay? It's too large. I understand. You're doing a great job. I'm not easy to translate for because of the. No, it's great. It's great. But so do about 1.5 sentences, you say? Yeah. Okay. Happy to. Yeah. Can I just add, Art, because again, we didn't finish that last phrase completely, and I want to add, я хочу добавить немножко. У нас очень много сейчас происходит исследований по поводу энергетической работы и влияния на медицинскую область. В очень известной больнице в Сан-Диего, где происходит очень много исследований, они специально приводят людей, которые занимаются энергетическим лечением и смотрят, делают очень серьезные, обоснованные научные исследования по поводу того, как энергетика влияет на здоровье, то есть очень специфические исследования. И то есть то, что Арт говорит, у нас очень много сейчас публикуется информации о том, как и что работает в плане энергетики. То есть это очень становится обоснованной областью. I just told a little bit more about the scientific research on the energy work. Great, thank you. So I'm going to be going between talking about concepts and then we'll do processes, and then we'll talk about concepts and we'll do processes. Мы сейчас будем говорить о концепции, о самой идее, и непосредственно я буду рассказывать о процессе. И потом мы объединим концепт и непосредственно практику. And again, our goal is
to work with the conscious mind, the unconscious mind, and your energy field. И наша цель – это работа с сознательным разумом, бессознательным разумом и полем энергии в целом. To program a better future. Для того, чтобы создать лучшее будущее. Your energy field, like every other part of you, gets dirty. Ваше энерготело, как и любые другие части вас, может загрязниться. We absorb energies from other people, and we've been doing that since you were in your mother's womb. Мы поглощаем энергии других людей и делаем это с тех пор, как оказались в утробе наших матерей. Their energy contains their thoughts and their emotions. Их энергия содержит их мысли и эмоции. So we absorb other people's thoughts and emotions, and then it distorts our own emotions. И мы поглощаем эмоции и мысли других людей, и потом это волнует наши мысли и наши эмоции. So we'll do a meditation, a guided process now. Сейчас мы будем делать направляемую медитацию, That will start clearing other people's energy out of your energy field. и мы будем вычищать энергию других людей из нашего энерготела. And it will also activate your energy field to help you program for a better future. И также это включит, усилит нашу энергетику для создания позитивного будущего. So when we do this process, as I said before, just imagine it's happening. И когда мы будем делать этот процесс, просто представьте, что это происходит. You don't need to believe anything, just imagine it. Вам не нужно во что-то именно верить, просто представьте. And then later, you'll be able to notice how you feel or don't feel. И потом, впоследствии, вы сможете ощутить разницу в ощущениях. Particularly those of you that are in the Ukraine. Непосредственно те, кто из Украины, могут ощутить разницу. You're absorbing all the anxiety and fear and anger and energies from other people. Так как украинцы впитывают, поглощают негативную энергию других людей, такую как тревогу, страхи и так далее. Этого просто очень много сейчас вокруг. Это не то, что вы поглощаете, просто огромная боль того, что происходит, она вокруг, и невозможно не поглотить. То есть не только ваше личное, но еще очень много того, от чего вы сами избавиться не можете. Поэтому очень важно чиститься. I just added about the more like of the emotions and feelings that are being picked up from the emotions around because of what's happening. Right. That makes it difficult to handle your emotions because a lot of the energy you're feeling when you have an emotion isn't really yours. И сложность в том, что большая часть эмоций или интенсивности, которые вы ощущаете, это не от вас, это не ваше. You can handle your authentic emotions, but it's very hard to handle other people's emotional energy. Вы очень легко, естественно, можете справляться или переносить свои личные эмоции, но сложно добавлять к этому эмоции других людей. So we're about to do the process, and in energetic NLP, you always first set your intention. И сейчас мы начинаем процесс энергетического НЛП, и для начала вам нужно поставить намерение. Then you
you set your intention that your spirit and your deep inner human wisdom are in charge of what happens. Вы ставите намерение, установку о том, что ваша внутренняя мудрость и ваш дух управляют тем, что будет происходить. And you can adjust that according to your own spiritual beliefs. И вы можете подстроить это под ваши личные духовные убеждения. You may not think you have a spirit. Вы даже можете думать, что у вас нету духа. In which case, just put your unconscious wisdom in charge. В таком случае просто поставьте вашу сознательную мудрость во главе. You may believe that it's your role to surrender to God's will, in which case, think of it that way. Вы можете представить, что вы можете отдать эту роль велению богов. And you may think of it as your individual spirit. Или можете думать об этом как об вашем индивидуальном личном духе. So set your intention that what we're about to do is going to clear other people's emotional energy out of your body and energy field. Поставьте следующее утверждение, установку о том, что мы собираемся вычистить энергию других людей из нашего тела и нашего энерготела. And set your intention that your spirit and inner wisdom are in charge of what happens for you. И снова мы выставляем, что наша личная мудрость во главе того, что происходит с нами. And then, as I've mentioned, you'll just imagine energies coming in, spirit coming in, and clearing and healing your body and your energy field and your mind. А затем мы просто представляем, что это дух, эта энергия проникает в наше энерготело, в наше физическое тело и вычищает наш ум, наши эмоции, наше тело от всего лишнего, от всего не нашего. And the more you just relax about it and just have fun with it, the more powerful it will be for you. И чем более расслабленно, чем более получая удовольствие от этой игры, чем более в таком свободном, расслабленном формате, естественно, вы будете это воспринимать, тем более эффективно будет это упражнение. Your energy field is in your body and around your body in all directions. Ваше энергополе внутри вашего тела, вокруг вашего тела и во всех направлениях. And that includes going up above your head, below your feet. И это включает пространство над вашей головой и под вашими ногами. It includes your energy centers, or what they call chakras. Также это включает ваши энергоцентры, которые иногда называют чакрами. And your inner wisdom knows everything about your energy field. И ваша внутренняя мудрость знает все о вашем энергополе. So once you give it permission to be in charge, it will automatically use the energy appropriately for you. И как только вы разрешите вашей внутренней мудрости руководить процессом, она автоматически сделает все правильные действия и движения. And I won't be saying much during the meditation, during the visualization, I should say. И я должен сказать, что я не буду слишком много говорить в процессе визуализации. So let's start. Итак, начнем. So affirm your intention that what we're doing now is going to clear other people's emotional energy, fears, and thoughts out of your energy field.
Еще раз соберем наше намерение в том, чтобы наши действия сейчас очистили наше тело, наше энерготело от эмоций и мыслей других людей. And then your spirit and your inner wisdom И также наш дух и внутренняя мудрость will fill you up with energies that will help you create a better future, a better present, and a better future. наполнят нас, наш дух и наша внутренняя мудрость наполнят нас той энергией, которая позволит нам создать более позитивное, благополучное будущее. And you can have your eyes open or closed, whatever you prefer. Вы можете закрыть глаза или оставить их открытыми. And then relax and imagine the energy is starting to flow now. А теперь расслабьтесь и обратите внимание на потоки энергии. And then just, I'll mostly be quiet, but just allow everything to flow and relax into it. Обратите внимание на внутреннюю тишину и позвольте вашим ощущениям плавно перетекать в разные части вашего тела. While the energy is flowing, И тем временем, как энергия струится по вашему телу, you may feel temporary aches or pains or discomfort. вы можете чувствовать временный дискомфорт в разных частях тела. When you're releasing old blocks, sometimes it feels fine and sometimes it's temporarily uncomfortable. И вы можете чувствовать, как эти старые блоки или напряжения уходят, и иногда это может вызывать комфорт или дискомфортные ощущения. As you're releasing emotional energy, Тем в процессе отпускания этой эмоциональной энергии you may feel the emotion as it's releasing. вы можете ощутить эту эмоцию именно во время очищения. If that happens, just notice it, don't analyze it, just let it release. Если это происходит, или если это произошло, просто обратите на эту эмоцию внимание, без необходимости анализировать ее или как-либо осмыслять. Позвольте ей уйти.
Take a couple easy, deep breaths. Сделайте несколько легких и глубоких вдохов. Relax and release. И, выдыхая, расслабьтесь. And imagine now that your spirit and your unconscious mind И представьте сейчас, что ваш дух и бессознательный ум are filling you with energy наполняют вас энергией and resetting your unconscious mind and your energy field. и перезапускают ваше бессознательное и ваше энергополе. And activating it to create a better future. И включают его для создания благополучного будущего. And now energy is coming in to help you process and integrate what you did. И прямо сейчас энергия, которая к вам приходит, помогает интегрировать и обработать то, что вы сделали только что. You'll be processing that for days.
which is good. Вы можете обрабатывать, обдумывать это в течение дней, что есть хорошо. Begin to wiggle your fingers and your toes and lightly move. Начните включаться с легких движений пальцев рук и ног. Возможно, вам захочется немножко подвинуться, потянуться. It's good to stretch a little bit. You can even Так. stand up if you want and stretch. Сейчас будет очень в тему и классно, если мы потянемся. Даже если хотите, вы можете встать и немножко растянуться. Your energy body and your physical body are intertwined. Ваше энерготело и ваше физическое тело взаимосвязаны. So as your energy field aligns in a better way, your body wants to align too. И если ваша энергия, ваше энерготело вычищается и выпрямляется, то то же самое хочет сделать и ваше тело. Если меняется ваш дух, меняется и ваше телесное состояние. And you need a few minutes to process before we go on. И нам понадобится несколько минут для того, чтобы прийти в себя, и затем мы продолжим. So if anyone would like to either in the chat or unmute and share their experience or ask questions, or if they're not feeling well, sorry. Go ahead. Если хотите, можете написать вопрос в чате или задать его напрямую сейчас, если у вас есть вопросы по процессу и предыдущему опыту. Or if they're not feeling well, let me know and I'll help them. Если кто-то нехорошо себя чувствует, то, пожалуйста, скажите, дайте нам знать. Здравствуйте. Go ahead. Здравствуйте, можно, да, сказать? Так, конечно. Мне очень хочется у вас узнать такой момент. Я уже второй раз на вашем эфире присутствую, у меня ощущения просто невероятные. И мне хочется узнать, могу ли я со своими клиентами проделывать то же самое, либо для этого нужна длительная практика и какие-то особенные навыки. Спасибо. Okay. Victoria, she was thanking you for this and past conference, Yep. and she was asking, can she do this process with her clients in consultations, or for this she needs to be certified in some center? Or it's more of how long does it take to learn these processes, and can she use them with her clients, because she had this superb feeling. Yes, you can use it with your clients, and there's certain things that you would want to learn how to do first. They're not difficult. Конечно, ты можешь применять со своими клиентами, но прежде чем ты начнешь это делать, Арт рекомендует изучить некоторые базовые вещи, и тогда можешь применять. And Спасибо большое. And part of what you need to learn is how to do it in a way that's safe for you, so that you're not absorbing their energies. И важный нюанс применения этой техники в том, чтобы это было безопасно для тебя, чтобы ты не поглощал энергию своих клиентов. And I would have to talk with a leaky, but maybe we can come up with something in Russian that some simple basic things so that to make that easier. Do you want to translate that, Aliki? Sure. So Art says that he and I can. You're speaking in English. Russian. Sorry, прошу прощения. Надо переводить обратно на английский.
В общем, Арт сказал, что мы сможем с ним поговорить на тему того, как, может быть, сделать такую упрощенную программу. Просто у него есть разные программы, они и год, и больше, там, и я как бы проходила практически все. Но мы можем приготовить, наверное, какой-то вариант на русском языке с базовыми упражнениями, чтобы вы научились это делать для себя и с другими, и чтобы это было безопасно. Тут почему я так уважаю вот эту работу, которую Арт делал, она безопасна для человека, который ее делает, и для тех, с кем он работает. А очень многих других людей они не умеют это делать. Так что это вот, я думаю, что мы что-то сделаем. Yes, Art. Спасибо большое. Да, Спасибо. у меня небольшой вопрос к тебе. Thank you very much. And I was going to say, Artem, if you were interested, you could be involved in that too. So, Great. I'm in. Yeah, great. Art, one little question for you. Please. Арт, смотри, я очень давно практикую эриксоновский гипноз, и с одной стороны, то, что ты делаешь, это как бы гипнотическая работа. Но с другой стороны, я вижу, что ты во время работы проделываешь кое-что внутреннее. То есть ты кое-что в своем сознании, не только говоришь, но кое-что делаешь внутри себя. Потому что качество твоей работы очень сильно отличается от того, что делают обычные эриксоновские гипнотизеры. Скажи, пожалуйста, ты проделываешь какую-то внутреннюю работу, когда ты даешь индукцию? Art, Borislav is practicing Ericksonian hypnosis for many years, and he's telling that maybe you're doing something like inner work. Your technique is a little bit different than just usual hypnosis. If you have some secrets about inner states, Maybe. can you? Some inner work. Yeah, inner work. Like, what are the techniques that you use in your mind when you're doing this process? Well, first I'll say I've also studied Ericksonian hypnosis for many years, and I do combine a little bit of that with what I'm doing. Должен сказать, что я тоже практикую эриксоновский гипноз в течение многих лет, и я объединяю это с тем, что я делаю. So let me think how to answer the question. Позвольте подумать, как ответить на вопрос. So for those of you that may or may not be familiar with NLP. Для тех, кто не знаком с НЛП, there's many different aspects to NLP. Вы должны знать, что существует множество аспектов, частей в НЛП. One of them is looking at our conscious and unconscious beliefs and what that makes possible or what that prevents. Одна из этих частей – это видеть сознательные и бессознательные части, и как эти части влияют. So there are certain beliefs that make this kind of work easier. И есть некоторые убеждения, которые очень облегчают эту работу. The first belief is that it's a natural human skill to be able to work with energy. Первое позитивное убеждение в том, что это естественный человеческий навык работы с энергиями. It's not limited to a few special people. Этот навык не только для каких-нибудь специальных одаренных людей. So believing that it's possible that you can do it, that everybody can do it, is the first step. Вера в то, что вы можете это сделать, и любой человек может это сделать, это первый шаг. The second is energy follows thought.
Второй шаг это вы там, где ваше внимание, энергия следует за мыслью. If everyone imagines right now that the room they're in is, well, say that first. If everyone imagines right now. Если каждый из нас представит сейчас, that the room you're in is filling with wonderful energy, что комната, в которой мы находимся, наполняется потрясающей, приятной энергией. if you imagine and just pretend that's happening, Просто вообразите и подыграйте, представьте, что это происходит. you will start bringing wonderful energies into the room. То вы начнете тем самым привносить потрясающие энергии, настроение, эмоции, мысли, состояние в комнату. And that sounds like it's too easy, and it is that easy. И звучит, будто это слишком легко, но правда в том, что это и вправду очень легко. Another important belief И еще одно важное убеждение is that you don't force energy on anybody. в том, что вы не принуждаете энергии, вы никого не принуждаете. Это естественный добровольный поток. So again, to sum that up, that it's easy, anyone can do it, it's easy, and you don't force it on anybody. И так подытожим, каждый человек может это сделать, это легко, и мы никого ни к чему не принуждаем. And you always want to clear energies that aren't helpful and then bring in energies that are helpful. И вы всегда можете брать или вычистить энергии, которые не помогают или неэффективны, и добавить, подключить полезные и эффективные энергии. In energetic NLP, we don't talk about negative energies. В энергетическом НЛП мы не говорим про негативные энергии. We say the energies are either your energies or they're not your energies. Мы говорим в терминах, что это либо твоя энергия, либо это не твоя, чужая энергия. If they're not your energies, Если это не твоя энергия, they're either helpful or not helpful. она либо помогает тебе, либо мешает. If you think of them as being positive or negative, Если думать о них как о позитивной или негативной, you get into resistance to the energies. это приведет к противостоянию энергии, к сопротивлению. There's a saying that I think many of you have heard. И существует пословица, возможно, многие из вас ее слышали. What you resist persists. What you resist. То, чему ты противостоишь, возвращается. Не знаю, как энергия сопротивления равна силе... Энергия действия равна силе противодействия. В таком духе. Даже немножко больше, что происходит. Мы кормим своей энергией то, чему мы сопротивляемся. Поэтому она растет. Кормим своим вниманием. Поэтому, когда мы сопротивляемся, мы по определению это растим. Поэтому предлагается не сопротивляться, а принимать то, что есть, то, что нам хорошо, и то, что нам плохо, то, что нам помогает, то, что нам мешает. Все. Тут подсказывает, то, чему ты противостоишь, будет в твоей жизни. So the energy is either yours or not yours, helpful or not helpful. То есть энергия либо твоя,
либо чужая, или либо полезная, либо вредная. And your spirit and your inner wisdom can figure that out. И ваш дух и внутренняя мудрость легко могут в этом разобраться. So let's do something now, and it will show you how easy it is. Давайте прямо сейчас сделаем одно упражнение, чтобы продемонстрировать, насколько это легко. Almost everyone played with a magnet when they were a child or saw somebody play with one. Вероятнее всего, каждый из нас в детстве играл с магнитом или видел, как другие дети играют с магнитом. So your unconscious mind knows that a magnet has energy and it can pull things to it. И наш бессознательный ум знает, что у магнита есть энергия, способная притянуть что-то к себе. So if you had a magnet and a pin, if you let go of the pin, the magnet would take it. И если в одной руке мы держим, например, магнит, а в другой скрепку, и мы отпустим скрепку, то магнит притянет ее к себе. So your unconscious mind knows, your unconscious mind knows that a magnet is a metaphor for something that can take things, pull things out of you. И ваш бессознательный ум понимает, что магнит – это метафора того, что может притянуть что-либо к себе. So everyone imagine there's a magnet outside of the room you're in. Представьте, что прямо сейчас вне комнаты находится магнит. And give your spirit and your inner wisdom permission И дайте своему духу и внутренней мудрости разрешение to remove from the room any energies that aren't yours and aren't helpful. Do you want me to repeat that? убрать из комнаты, вытянуть из комнаты все энергии, которые не ваши и которые вредны для вас. Пусть этот магнит, который за пределами комнаты, вытянет это. And then imagine that magnet drops in the earth. И теперь представьте, что этот магнит упал в землю, And the earth recycles that energy. и земля поглотила и переработала эти энергии. Then imagine that your spirit and your inner wisdom fill the room with energies that are helpful for you, that help you create a better future. А теперь представьте, что ваш дух и ваша внутренняя мудрость наполнили комнату вашими и позитивными энергиями для создания позитивного будущего. So you're setting first the energy space around you. You're setting your energy environment. Вы тем самым настраиваете вашу энергоатмосферу в вашем помещении. Then imagine in front of you is a magnet. А теперь представьте, что прямо перед вами находится магнит. And give your spirit and your wisdom permission to release energies into the magnet. И теперь дайте разрешение вашему духу и внутренней мудрости отпустить эти энергии к магниту. So those are energies that aren't yours and aren't helpful. Те энергии, которые не ваши и которые вредны для вас, вытягиваются магнитом. Which includes other people's emotional energy, their fears, anxiety, concerns. Все эмоции других людей, их страхи и тревоги вытягиваются магнитом прямо сейчас. And then
that magnet drops in the earth, and the earth transmutes and recycles that energy. И затем и этот магнит падает в землю, земля его поглощает и перерабатывает. And we're going to do 3 more magnets. И мы также разделаемся еще с 3 магнитами. Imagine a magnet high above you Представьте магнит высоко над вами and release energies into it. и отпустите ваши негативные чужие энергии в магнит над вами. And just imagine energies that aren't helpful are going up to the magnet. И просто представьте, что ненужные лишние энергии забираются этим магнитом. Drop that into the earth. И уроните этот магнит тоже в землю и представьте, что земля его переработала. Put a third magnet behind you. Поместите следующий, 3-й магнит за вами, Because energy gets stuck behind us. потому что энергия иногда застаёт за нами. And let the magnet pull out of the back of you energies that aren't helpful. И позвольте этому магниту вытянуть энергию сзади вас, ту энергию, которая вредна. Drop that into the earth. Уроните это снова в землю, позвольте магниту быть поглощенным землей и переработанным. And the fourth and last magnet is in the earth. И 4-й и последний магнит, он в земле. And let it clear the whole lower part of your energy field. И позвольте ему вычистить всю нижнюю часть вашего энерготела. And drop that into, well, let the earth recycle the energy. И позвольте земле переработать эту энергию. And when you clear energy, you always want to fill back up. И когда вы очистились от чужой или вредной энергии, вы всегда хотите добавить новой полезной энергии. Ask your spirit and inner wisdom Попросите ваш дух и вашу внутреннюю мудрость to fill your body and energy field наполнить ваше тело и ваше энергопространство with more of your essence, your spiritual essence, еще большим количеством вашей сути, вашей внутренней притаманней тільки вам энергии. and with energies that will nurture you and help you. Тех энергий, которые будут заботиться о вас и помогать вам. And so it's a very simple process that you can do anytime you're feeling tired or emotional or any kind of problems. So it's just 4 magnets, one in front, release into it, drop it in the earth. Это очень простой процесс, вы можете делать это в любое время и когда угодно в любом составе. То упражнение называется 4 магнита. Мы сейчас вспомним, что первый магнит располагаем перед нами. And then one above you, and then drop it in the earth. Второй магнит над нами. One behind you, and then drop it in the earth. Третий за нами. And then one in the earth. And И release it. 4-й под нами в земле. И после того, как магниты вытянули всю негативную энергию, мы помещаем их в землю и позволяем земле переработать эти энергии. Один маленький нюанс. Вы каждый магнит, вот вы сделали, да, перед собой магнит, и вы его сразу послали в центр Земли. То есть вы не ждете, чтобы у вас были все 4 магниты одновременно, по очереди. Так будет более эффективно. Спасибо.
I was just talking about dropping the magnets as they're done into the earth. Great, thank you. And then you have your spirit and inner wisdom fill you up. И вы позволяете вашему духу и внутренней мудрости наполнить вас. With more of your spiritual essence Вашей духовной сутью and supportive energies, healing, nurturing, supportive energies. и помогающими энергиями, теми энергиями, которые о вас заботятся и помогают вам. Okay. And when you do that, you should immediately feel better. И сразу после выполнения вы можете начать чувствовать себя лучше. I recommend that people do it in the morning when they wake up. Я рекомендую делать это упражнение утром, после того, как проснешься. Because while you're sleeping and dreaming, you work with energy a lot. Oops, sorry. Потому что тем временем, потому что ночью во время сна мы имеем дело с большим количеством различных энергий. When you do it in the morning, it'll improve your mood, it'll improve your energy. И если ты будешь выполнять это упражнение утром, то это улучшит твое настроение и твою энергию. You can do it during the day if you've been around people that are very emotional. Ты можешь делать это в течение дня, если был с людьми, которые сильно эмоциональны. Or if you're feeling challenged in some way. Или если ты чувствуешь какой-либо вызов или небольшую тревогу. If you work with other people, it's a really good thing to do after you've worked with people, to clear their energy. Если вы работаете с другими людьми, то очень полезно делать подобный процесс после консультации, чтобы вычиститься от энергии других людей. And also, if you do it before you go to sleep, you'll sleep better. Также, если вы будете выполнять это упражнение перед сном, то вы будете спать лучше. When you go to sleep with other people's energy in your energy field, когда вы спите, то часто вы засыпаете с энергиями других людей в энергополе. it's harder to sleep. Так сложнее уснуть. And you get less deep rest. И в таком состоянии мы чуть хуже отдыхаем. So if you do this before you sleep, you'll get better rest and better sleep. И если вы будете выполнять это упражнение перед сном, то вы будете и лучше засыпать, и улучшится сам процесс сна. And if you wake up in the middle of the night and you're agitated, И если вы проснулись посередине ночи, вы чувствуете некую тревогу, ажитацию, doing this will help you get back to sleep. выполняя эти упражнения, позволит вам снова уснуть. So this magnet technique is something, it's simple, you can do it really quickly, and it's very, very powerful. И эта техника магнитов очень проста, вы можете ее довольно-таки быстро выполнить, и она очень эффективна, она мощна. And before we do another process, if people have any questions or comments or want to share their experience, they can do that now. И прежде чем мы начнем новый процесс, новое упражнение, участники могут поделиться вашим опытом, мнением и задать вопросы, если хотите. Можно я? Да, Виктория. Арт, в конце вот нашего упражнения у меня прямо руки вот ожили, и так вот прямо начало тело само двигаться, энергии проводить. Благодарю. Art, Victoria, she said that
her hands are alive, and she felt like this stream of energy, and she had impulse to move, to do something, and she was very grateful. Oh, well, thank you for sharing that. Благодарю, что поделились с нами. And that's wonderful. Это чудесно. Art, unfortunately, I will have to leave soon. I have another meeting coming up, and I just didn't realize it was a little bit of a Right. late, so I apologize. But I am here, I am available, I'm happy to be of help, and whatever we choose to create, I'd be very happy to do so. И я хочу извиниться, у меня просто другая встреча после этого, я уже немножко опаздываю, но если я могу, если какие-то есть там, я с удовольствием буду продолжать поддерживать Арта и вас, и мы сделаем то, что вы захотите. Я очень благодарна вам. И спасибо за хороший перевод. Это очень трудная работа. Я прекрасно понимаю, что там нюансы. Я просто пыталась помочь там, где значимость была в плане процесса. Когда немножко... Я благодарен за помощь. How much more time do you have? Do you leave right now? About 5 minutes. Okay. We may not be able to finish, but let's start a process, because I think this is one that we're going to do the stars. Oh, happily, yeah. Yeah. Okay, so we're going to start another process. Мы начинаем новый процесс, новое упражнение. And we're going to use both energy and NLP to reprogram your brain and nervous system to create a better future. И мы одновременно будем использовать техники НЛП и работать с энергиями для того, чтобы репрограммировать и создать намерение нового благополучного будущего. And we don't have time to go into this in detail. И у нас нет так много времени, чтобы сильно погрузиться в детали. And there's a difference between your individual spirit and your individual soul. И есть разница между вашим индивидуальным духом и вашей персональной душой. Consciously, you don't need to understand that because your spirit knows the difference. Сознательно вам нет необходимости понимать разницу, так как ваш дух знает все. So you can relax knowing that your spirit knows what I'm asking it to do. И так вы можете расслабиться, так как ваш дух знает о том, что я буду его просить сделать. And what I'm about to say, I'm not saying is an absolute truth. It's just a model. И я не утверждаю, что это абсолютная истина. Это всего лишь модель. And so we're going to talk about 5 different aspects of you. Итак, мы поговорим о 5 разных аспектах вас. Your spirit, your soul, Ваш дух, ваша душа, your body, ваше тело, your conscious mind, ваш сознательный разум and your unconscious mind. и ваш бессознательный разум. And we're going to do this as a visualization, as a metaphor. И мы будем делать это как визуализацию. Мы будем делать эту визуализацию как метафору. So don't try to consciously control it. Поэтому не старайтесь сознательно контролировать процесс. Because your spirit and your unconscious mind know how to do this. I've done it with thousands of people. Your spirit and your unconscious mind know how to do it. Потому что ваш дух и ваш бессознательный разум знают, как это делать. So again, put aside understanding for right now. И снова просто отодвиньте
затяните вашу потребность в понимании на время выполнения этого упражнения. Imagine being somewhere where it's a beautiful starry night. Представьте, что вы находитесь где-то далеко под прекрасным звездным небом. Imagine you feel safe, you feel comfortable, and you're in awe of all the stars. И представьте, что вы в безопасности, и вы чувствуете себя в комфорте, и вы находитесь под прекрасным звездным небом. Вы среди звезд. Imagine that one of the stars comes down in front of you, and it stays looking tiny. И представьте, что с этого бескрайнего звездного неба одна звезда упала прямо перед вами. И она такая маленькая, красивая, яркая. Let that star symbolize your spirit. Пусть эта звезда будет символизировать ваш дух. Let a second star come down and let it represent your soul. Позвольте второй звезде упасть со звездного неба. Эта звезда символизирует вашу душу. Let a third star come down and let it represent your conscious mind. Позвольте третьей звезде упасть. Она символизирует ваш сознательный ум. Let a fourth star come down and let it represent your unconscious mind in all its complexity. Позвольте четвертой звезде упасть с неба. Эта звезда символизирует ваш бессознательный ум во всей его сложности. And then the fifth star that comes down represents your body. И позвольте пятой звезде упасть. Она символизирует ваше физическое тело. Let those stars form a circle. Создайте круг вокруг вас при помощи этих звезд. And imagine they can talk to each other. И представьте, что они могут говорить друг с другом. So every aspect of you is represented. Итак, каждый аспект вас представлен. Your spirit, your soul, your conscious mind, your unconscious mind, and your body. Ваш дух, ваша душа, ваша сознательная часть, ваша бессознательная часть и ваше физическое тело. And then set your intention that they're going to work together to program you for a better future. И создайте установку, выразите намерение, что ваши части будут работать сообща, вместе, для того, чтобы создать вам благоприятное, счастливое будущее. Imagine one more star comes down, but it stays above your circle of stars. Представьте, что еще одна звезда упала с неба, но она находится за пределами вашего круга звезд. And that star represents, according to your own beliefs, И эта звезда соответствует тому, во что вы верите. so it represents spirit, God, collective consciousness, whatever you believe. Во что бы вы ни верили, в Бога, духов, различные системы мировоззрения или верований, эта звезда символизирует ваше мировоззрение, вашу философию. And imagine it's sending energy down and helping your circle of stars. И представьте, что эта звезда распространяет энергию вашему кругу звезд. And then in the center of the circle of stars,
И затем в центре этого круга звезд imagine your brain and nervous system are in the center of the stars, of the circle. расположите ваш головной мозг и вашу нервную систему в центре этого круга звезд. Set your intention that all the aspects of you are going to reprogram your brain and nervous system to create a better future. Создайте установку, выразите намерение, чтобы все звезды, весь круг звезд помог вашей нервной системе перепрограммироваться для создания позитивного будущего. And I'll just be quiet for a couple of minutes. We'll bring in energy to help the reprogramming of your brain and nervous system to create a better future. И в течение нескольких минут мы можем помолчать и послушать тишину, чтобы позволить этому процессу произойти. And take a few easy deep breaths while the energy works with you. И сделайте несколько легких, но глубоких вдохов. And imagine that your brain and nervous system Представьте ваш мозг и вашу нервную систему are being activated and programmed включили и перепрограммировали to create a better present and a better future. для того, чтобы создать благополучное теперь, сейчас, и также создать благоприятное, счастливое будущее. And let's add in one more element of programming. Давайте добавим еще один элемент. All human beings are interconnected energetically and spiritually. Все живые существа взаимосвязаны энергетически и духовно. You've all had the experience of knowing you were guided. You knew either to do something or to not do it. У вас есть, у всех вас есть опыт того, что вас ведут в этом процессе. Sometimes you knew to be somewhere or to definitely not be there. Вы иногда интуитивно знаете, куда вам надо идти, куда вам не надо идти, где вам быть или не быть. There have been times when my spirit let me know that there was something dangerous about to happen before my conscious mind had any reason to think that. Были случаи, когда мой дух знал о возможной опасности, даже несмотря на то, что мой сознательный ум об этом не знал ничего. So I was able to avoid very dangerous situations. И благодаря этому я был способен избежать очень опасных ситуаций. We all have that ability. У каждого из нас есть такая возможность. So set your intention
that your brain and nervous system and energy field Просто выразите намерение, чтобы ваш мозг, ваша нервная система и ваше энергополе will give you more and more guidance предоставляли вам больше и больше направления, чтобы эти системы вместе вели вас. so that you're at the right place at the right time И так вы в подходящем месте сейчас и в подходящее время. and so that you avoid dangerous situations. И чтобы вы могли избежать опасных ситуаций при помощи этого внутреннего знания вашей души. So give permission now Итак, дайте сейчас разрешение for your brain and nervous system вашему мозгу и вашей нервной системе to be programmed to give you more and more guidance. быть запрограммированными на то, чтобы получить от самих себя еще большую направленность. Guidance that keeps you safe and happy, or safe and happier. Направленность, которая сохраняет вас в безопасности и делает вас счастливым. And then relax and let that happen now. А теперь расслабьтесь и позвольте этому произойти. And affirm that you're giving permission И подтвердите, что вы дали разрешение for your inner wisdom and spirit to be вашей reprogramming внутренней мудрости и духу для того, чтобы перепрограммировать ваш ум на счастливое будущее. Great.
Okay, we'll bring in energy now to help you process and integrate what you've done. Теперь мы немножко берем или возвращаем энергию для того, чтобы осознать, понять то, что мы сделали только что. Imagine taking your brain and nervous system inside of you and reintegrating it. Представьте, что мы берем наш мозг, нашу нервную систему изнутри и переделываем ее. And reintegrate all the stars. И мы интегрируем, включаем, переосмысливаем все звезды и вот эти ключевые части нас. Imagine a column of energy coming up from the heart of the earth. Представьте, что столб энергии поднимается из центра Земли. Let it come up near the base of your spine. Поднимается, проходит по основанию вашего позвоночника. Then give the earth permission to ground your authentic energy into your body. И дайте себе разрешение заземлить вашу оригинальную, вашу сущностную энергию вашего тела на Земле. And imagine that nurturing, healing energy is coming up from the earth, Mother Nature energy. И представьте, что заботливая, исцеляющая энергия Земли поднимается по этому столпу. And any energy your spirit and inner wisdom want you to release. И любую другую энергию, которую вы хотите впустить, goes into the earth. So it's и released down into the earth. любую энергию, которую вы хотите убрать из вашего тела, вы можете по этому потоку, по этому каналу, по этому столбу направить прямо в сердце, в ядро Земли. And again, wiggle your fingers and toes and begin to lightly move and stretch. You can И stand up. снова можете постепенно включаться, пошевелить пальцами рук и ног. Если хотите, можете встать, немножко потянуться. В общем, добро пожаловать. And there was a question in the chat. В чате были вопросы. So actually, let me wait on that. If anyone has any questions or wants to share their experience, or if you're not feeling well, let me know now. Если у кого-то есть вопросы, или кто-то хочет поделиться вашим личным опытом, или в случае, если у вас какие-то странные состояния, то дайте нам знать сейчас. Здравствуйте. Я прошу прощения, что я без видео. У меня действительно немножко странное состояние. В тот момент, когда мы давали разрешение слышать предупреждение, я еще, не знаю, неосознанно еще подгрузила кое-какие возможности, скажем так. И у меня такое давление в ушах прямо поднялось. И визуальное изображение, как будто вспышки какие-то или вот какой-то орнамент появился. Вот. А потом давление спало. Нормально это? Что это? Это моя фантазия или что это было? А сейчас вы чувствуете себя хорошо? Да, спасибо. Сейчас ок. Вообще прошло все в голове, а в тот момент что-то было, вот что-то непонятное. Okay. Art, Oksana, she was asking about, she was sharing her experience when we gave our
our permission to add something from us, something specific in that structure from 5+1 elements. She said, Oksana said that she add something that she don't know what, but something really personal, and that gave her some more brighter experience. She had some small explosions at her ears. She had some sort of psychedelic images. Is it okay? Is she gonna survive this experience? Well, how is she feeling right now? She said that she's feeling great right now, but she had that kind of. No, all of that, that's all great. Until that's very good. People. Yeah, say that. Yeah. Арт говорит, что это отлично, такое иногда бывает. And people experiencing energy differently and differently at different times. Люди ощущают подобные энергии по-разному, и в разное время это может тоже ощущаться по-разному. But everything she's describing was really good. Но все, что вы написали, это очень хорошо, правда. Спасибо. Пожалуйста. Thank you. Yeah. Anything else? Кто-нибудь еще? Привет. Я просто чувствую, что я хочу сказать спасибо, но больше мне нечего сказать. Артём, надеюсь, что ты передашь. В общем, да, слов нет, просто очень хорошо. Спасибо. Our friend and colleague Tsira, she was sending you her love and the bright colors to you with the grateful thanks for this experience and this healing state that she experienced right now. Oh, thank you, Tiller. Thank you very much. Thank you very much. I think we have another question. И у нас есть еще вопрос. Кто хочет высказаться, говорите. Сейчас или никогда. Я ще скажу. Знаєте, в мене таке враження було, що от з тих зірок, які ви сказали, що мій розум, моє тіло, це утворилося коло на землі. Однак остання зірка, це виявилася над моєю головою, і так само, от як ви казали, вже потім розум представити мозок, так, все одно. Це була піраміда. Піраміда повністю осяяна світлом. Ну, враження неймовірні. Так що дуже дякую. Galina, she was saying that this experience was very visual to her, because she had this brain and nervous system in the center, the circle of stars around her, and the last one on the top, like a pyramid, like she was very happy. That's it. Well, that's wonderful, and thank her for sharing that. Это чудесно. Благодарю вас за то, что поделились с нами. Just looking in the chat too. Also, we have a question from Yulia. How often can you do this kind of process with the stars, I think?
it depends on the person, and it's something that you could do for people who are attracted to this kind of work. It's something you could do once a week, once a month, or you could do it more often though. Вопрос был от участника чата о том, от Юлии Платоновой, как часто можно проводить подобные упражнения. И Арт говорит, что это зависит от того, если у вас есть склонность, интерес к подобным практикам, вы можете делать это раз в месяц, раз в неделю или, может быть, чаще. And one way to know is if you think of doing it, just tune in and get a sense of if it feels like it's the right time to do it. Because один из критериев понимания того, выполнять практику или нет, это просто настроиться на ваше тело, на ваше состояние, и вы поймете, подходящее ли сейчас время для выполнения упражнения, или, может быть, вы сделаете чуть позже. And you can do it different ways. И вы можете выполнять его разными методами, разными способами. So you could imagine your body in the center, and for physical healing or for emotional healing. So you can use it for different things. Например, вы можете представлять непосредственно ваше тело или какие-либо органы для того, чтобы работать непосредственно с какими-либо заболеваниями или другими целями. То есть вы можете использовать его по-разному. And there was a question in the chat about, I talked about safety rules, and they were asking for an example of one. В чате был вопрос о мерах безопасности, о технике безопасности. So an example of one. Пример. That we'll do at the end. Мы выполним в конце нашей сессии. Is at the end, we'll all retrieve our energy out of everybody else's space and give their energy back to them. Let me say it differently. While we've been working together, our energies are getting mixed up. Во время работы друг с другом наши энергии смешиваются. So at the end, it's very important. И поэтому под завершение очень важно to ask your spirit and wisdom спросить ваш дух и вашу внутреннюю мудрость to retrieve your energy from all of us. И поэтому очень важно под завершение работы дать установку или выразить намерение, или попросить ваш дух или внутреннюю мудрость получить, забрать вашу энергию обратно. And to send their energy back to them. И вернуть чужую энергию другим людям. Не отдать чужую энергию, то есть я хочу свою себе, чужую отдать, да. Да, вы точно. Was that a question? No, it was a comment. Okay. It was a comment. And if you don't do that, you can be depleted. If you don't bring your energy back, you can be depleted. Depleted? Oh, depleted means tired. В случае, если вы не заберете вашу энергию обратно, то есть вероятность того, что можете чувствовать себя немножко уставшим. And if you don't give their energy back, и если вы не вернете энергию чужих людей другим людям, then you have their thoughts and emotions stuck in you, and you don't want that. В таком случае вы можете сохранить часть их эмоций, мыслей, и вам это не нужно. Right. And I think Lena has a question. I see it. Да, Лина, слушаем.
Лина Михайлова, у вас вопрос? Oh, she just said thank you. Great. Okay. Anything else? And then we'll have a couple of short things to do to finish up, but anything else first? Прежде чем мы начнем завершающее упражнение, если у кого-то есть что сказать или поделиться своим опытом. We good. Okay. Я хочу сказать огромное спасибо. Получила колоссальный заряд энергии и, скорее всего, наверное, возвратила свою энергию. Спасибо большое, Арт и Артем. Благодарю. Irina, she was saying, again, many thanks. She got some energy boost, like, and thank you very much. You're very welcome. So, in this, Вам тоже, пожалуйста. this is a mixture of Ericksonian hypnosis and some energy work. Это микс эриксоновского гипноза и работы с энергией. Set your intention that tonight and for the next 4 nights, Поставьте ваше намерение, выразите желание, создайте установку, что сегодняшнюю ночь и последующие 4 ночи до 14 мая, while you're sleeping, в то время, как вы будете спать, that your spirit and your unconscious mind will review what we did in this session. ваш дух и ваш бессознательный разум пересмотрят и осмыслят то, чему мы научились сегодня. Your spirit and your inner wisdom will infuse it with wisdom, knowledge, concepts, skills, and abilities from your spirit and wisdom. I can repeat that. Your wisdom and spirit will infuse it with wisdom, knowledge, concepts, skills, and abilities from your spirit and wisdom. Ваш дух и ваша внутренняя мудрость наполнят нас этой же мудростью, концептами, идеями, знанием, теми навыками и последовательностями, которые мы усвоили сегодня от этих же самых мудростей и души. While you're sleeping, your wisdom and spirit will take what we did. В то время, как мы будем спать, наша душа и внутренняя мудрость возьмут то, что мы сегодня сделали, получили. And we'll make it deeper, wider, and more integrated with you. И мы интегрируем это в нас, погрузим это глубже и расширим, распространим в нашу жизнь. While you sleep, the benefits польза, преимущество того, что это будет происходить в то время, как мы спим, will be integrated into your mind and your energy field. мы будем включены, интегрированы в наш ум и в наше энергополе. So while you sleep soundly and deeply, this will happen. И в то время, как мы будем спать, именно этот процесс будет происходить. Ask your spirit now А теперь попросите ваш дух to fill you up with more of your essence еще больше наполнить вас, вашей сутью and with nurturing energies. и
заботливой, благоприятной энергией. Fill your cells, your DNA, your organs. Заполните этой энергией ваши клетки, клетки ДНК, РНК и все ваши органы. Fill your chakras, energy channels, and energy field. Заполните этой энергией ваши чакры, ваши каналы энергетические и все энергопространство в целом. And that can happen tonight and for the next 4 nights. И это может произойти сегодняшней ночью и последующие 4 ночи. And I want to say it's an honor and a pleasure to work with all of you. Хочу сказать, что это честь и удовольствие работать со всеми нами. You have a wonderful group energy. У вас отличная энергия в группе. Borislav attracts very nice people. Борислав привлекает очень хороших людей. And I want to thank you, Borislav, for inviting me and for this wonderful work that you're doing for people in the Ukraine and all over the world. Хочу поблагодарить Борислава за его работу, за то, что он делает в Украине и по всему миру. And I want to thank you, Artem. Oh. It's very Thank you. difficult to translate when energy is flowing. It's my pleasure. It was so trance state. It was so fluent, so flowish. It was great. Wonderful. And anything else before we finish up? Что-нибудь еще, прежде чем мы будем завершать? И если у вас есть вопросы, задавайте. В принципе, мы все получили такую дозу трансового опыта великолепного. Вот. И мы очень благодарны Арту за его работу. Арт великолепен. И если вопросов нет, то мы потихонечку будем завершать нашу работу. So, Art, no questions from the group. Спасибо тебе большое за работу и будем прощаться. Громадное спасибо. Я думаю, мы тебя еще будем приглашать. Thank you, Art. There is no question in the group. One thank last you thing. very much. It was, yeah. If anyone is doing anything after this requires safety, like driving, tell them that. По поводу техники безопасности. Арт не рекомендует делать это во время вождения автомобиля, ну или после этой техники прям сразу вести автомобиль. То есть, как бы, если вы затрансовали, то лучше тачку не водить. So if they are, ask their spirit and their unconscious mind to make sure they're grounded, safe, and alert. Let me explain a little better. So because people may be a little trancy, if they're doing anything that requires safety, just ask their spirit and unconscious mind to make sure they're grounded and alert and safe. Если вы выполняете данное упражнение и вам требуется сохранять некие правила безопасности, то как минимум попросите ваш дух и вашу мудрость заземлить вас и помочь вам сохранить свое тело в безопасности и запрограммировать ваш ум на благополучное будущее. And just thank you again, and I wish you all the best. And thank you, thank you, Art. Спасибо, группа. Завтра продолжайте. Еще один докладчик у нас завтра будет. Сид Джекобсон. Смотрите за объявлениями в группе. Вот там вся информация будет. Окей, Арт, thank you. Bye-bye. Hey, bye. Thank you, bye. Спасибо, Борислав. Спасибо, Артем. Супер. Спасибо, Артем. Спасибо, ребята. Пока.